Мед, который нашли в гробнице Тутанхамона, был съедобен. 3200 лет в запечатанном сосуде и ни малейших признаков порчи. Археологи это проверили. Это не легенда. За этой банкой на вашей кухне стоит существо, которое не изменилось за 100 миллионов лет. Пчелы появились раньше цветковых растений. Они буквально участвовали в том, чтобы цветы стали такими, какими мы их знаем. Сегодня 100 фактов о них. Оставайтесь до конца. Примерно на 60-м вас ждет кое-что, от чего становится не по себе. Факт первый. Медоносная пчела существует на Земле около 100 миллионов лет. Человек – около 300 тысяч. Пчела старше нас в 300 раз. Факт второй. Всего в мире насчитывается более 20 тысяч видов пчел. Медоносная – лишь один из них. Большинство людей думают, что пчела – это одна та самая жужжащая. Нет, это целый мир. Факт третий. Большинство видов пчел – одиночки. Они не живут в ульях, не делают мед и не жалят без причины. Социальные колонии – исключение, а не правило. Факт четвертый. Рабочая пчела всегда самка. Трутни, самцы, не работают вообще. Их единственная задача – спаривание с маткой. Факт пятый. За всю жизнь одна рабочая пчела производит 1/12 чайной ложки меда. Чтобы наполнить банку в 450 граммов, нужно около 50 тысяч вылетов. Факт шестой. Рабочая пчела живет летом около 6 недель, зимой – до 6 месяцев. Разница в режиме нагрузки. Летом она буквально изнашивается до смерти. Факт седьмой. Пчела умирает в полете. Ни в улье, ни во сне, именно в воздухе, когда крылья уже не тянут. Это не метафора. Так устроена биология. Факт восьмой. Крылья рабочей пчелы совершают около 230 взмахов в секунду. Именно это создает жужжание. Груженная пчела жужжит иначе, чем порожняя. Частота меняется. Факт девятый. Пчела может нести груз, равный 80% собственного веса. Профессиональный атлет поднимает в 2 раза меньше своего. Пчела делает это в каждом вылете. Факт десятый. В одном улье живет от 40 до 80 тысяч пчел. Все потомки одной матки. Это не просто семья. Это один живой организм, где каждая особь как клетка в теле. И вот тут начинается самое интересное, потому что этот организм умеет думать. Факт 11. В улье нет командира. Никто не отдает приказов. Матка не управляет, она только откладывает яйца. Все решения принимаются коллективно, через сигналы и поведение. Ученые называют это роевым интеллектом. Факт 12. Когда улей ищет новое место для гнезда, разведчицы голосуют танцем. Каждая танцует за свое место. Чем лучше место, тем дольше и активнее танец. Побеждает та, за кой танцуют дольше всего. Это буквально демократия насекомых. Факт 13. Пчела ориентируется по Солнцу. Даже в пасмурный день она видит поляризованный свет сквозь облака и безошибочно определяет, где Солнце находится прямо сейчас. Факт 14. Язык пчел – это танец. Виляющий танец передает 3 параметра сразу – направление к цветку, расстояние до него и качество нектара. Карл фон Фриш расшифровал этот язык в середине 20 века и получил за это Нобелевскую премию. Факт 15. Чем дальше источник нектара, тем длиннее виляющая часть танца. Пчелы измеряют расстояние не в метрах, а в затраченной энергии. 2 километра в гору и 2 километра по равнине для пчелы разные расстояния. Факт 16. Пчелы узнают человеческие лица. Это доказано экспериментально. Они не просто реагируют на цвет или форму, они запоминают именно лицо, как целостный образ. Механизм схож с тем, как это делаем мы. Факт 17. Пчела способна считать до 5
точно. Эксперименты показали, что она отличает 3 предмета от 4 и выбирает больше или меньше осознанно. Для существа с мозгом размером с кунжутное семя это поразительно. Факт 18. Пчелы понимают концепцию нуля. 0 как меньше, чем 1 – это абстракция, недоступная многим животным. Пчела справляется с этой задачей в лабораторных тестах. До недавнего времени считалось, что на это способны только приматы и некоторые птицы. Факт 19. Пчелы играют. В 2022 году ученые зафиксировали, что пчелы катают маленькие деревянные шарики без какой-либо пользы для улья. Просто так. Молодые особи делали это чаще. Это первое задокументированное игровое поведение у насекомых. Факт 20. Пчелы чувствуют электрическое поле цветка. Цветок заряжен отрицательно, пчела – положительно. Когда пчела садится, поле меняется. Следующая пчела это чувствует и знает, что здесь уже побывали. Цветы буквально сигнализируют об очереди. Где-то здесь большинство людей начинают смотреть на пчелу иначе. Но биология улья – это только начало. Факт 21. Матка откладывает до 2000 яиц в сутки. Каждые 40 секунд – одно яйцо. В пиковый сезон ее собственный вес в яйцах за день превышает вес ее тела. Факт 22. Матка живет до 5 лет. Рабочая пчела – 6 недель. Разница не в генах, они одинаковые. Разница в питании. Матку с личиночного возраста кормят исключительно маточным молочком. Это вещество буквально включает другую программу развития. Факт 23. Маточное молочко производят сами рабочие пчелы специальными железами в голове. Это не мед и не перга. Это отдельный продукт, который существует только ради матки. Факт 24. Если матка погибает, рабочие пчелы могут вырастить новую из обычной личинки. Для этого ее переводят в маточник и начинают кормить маточным молочком. Судьба определяется едой, а не рождением. Факт 25. Трутень не имеет отца. Он вылупляется из неоплодотворенного яйца. Это называется партеногенез. У трутня есть мать, есть дед, но нет отца. Генетически это работает, и ученые используют этот факт для изучения наследования. Факт 26. Трутень умирает сразу после спаривания, буквально в момент. Его репродуктивный орган отрывается и остается в матке. Факт 27. Матка спаривается только один раз в жизни, в так называемом брачном полете. За несколько дней она спаривается с 10-20 трутнями и накапливает запас спермы, которого хватает на все 5 лет кладки. Факт 28. Осенью рабочие пчелы выгоняют трутней из улья. Просто выгоняют и не пускают обратно. Трутни не умеют добывать еду, не умеют жалить, не умеют греться самостоятельно. Снаружи они погибают в течение нескольких дней. Улей не кормит тех, кто больше не нужен. Факт 29. Когда улей становится слишком большим, он делится. Старая матка улетает с половиной пчел. Это называется рой. Они висят плотным клубком на ветке или заборе, пока разведчицы ищут новое жилье. В этот момент рой абсолютно миролюбив. Защищать нечего, улья еще нет. Факт 30. Рой в воздухе выглядит устрашающе. Тысячи пчел единым облаком. Но именно в этот момент пчела жалит реже всего. Перед вылетом каждая пчела наполняет зоб медом. Это запас на дорогу. С полным животом жалить физически неудобно. Природа позаботилась о перемирии. Впереди то, ради чего весь улей существует. И это не мед. Факт 31. Мед – побочный продукт. Главное, что делает пчела для планеты – опыление. Треть всей еды, которую человек употребляет в пищу,
существует только потому, что пчела перенесла пыльцу с цветка на цветок. Треть. Миндаль, яблоки, черника, огурцы, тыква. Без пчелы этого не было бы. Факт 32. Одна пчелиная семья за сезон опыляет до 300 миллионов цветков. Это не преувеличение, это подсчитанная цифра. Никакой другой опылитель не делает это в таком масштабе. Факт 33. Пчела посещает от 500 до 1500 цветков за один вылет. И каждый раз возвращается в улей и вылетает снова. Факт 34. Мировая экономическая ценность опыления пчелами оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. Пчела работает бесплатно. Факт 35. Некоторые культуры опыляются только пчелами определенного вида. Красный клевер – только шмелями. Ваниль в дикой природе – только одним видом орхидных пчел в Мексике. Именно поэтому ваниль так дорога. Опыление на плантациях делается вручную, кисточкой, цветок за цветком. Факт 36. Пчела собирает не только нектар, но и пыльцу. Пыльца – белковый корм для личинок. Пчела упаковывает ее в специальные корзиночки на задних ногах. Прилетевшая домой пчела с ярко-желтыми или оранжевыми штанишками – это она и есть. Факт 37. Цвет пыльцы зависит от растения. Пчела с белыми корзинками летала на гречиху, с синими – на васильки, с кирпично-красными – на мак. По цвету пыльцы опытный пасечник может сказать, где кормится семья. Факт 38. Пчелы предпочитают определенные цвета. Лучше всего они видят синий, фиолетовый и ультрафиолетовый. Красный для пчелы выглядит как черный. Она его практически не различает. Именно поэтому большинство опыляемых пчелами цветков – синие, желтые и белые. Факт 39. Пчела запоминает маршрут. Она знает, где находится каждый знакомый цветок, в какое время он открывается и когда в нем больше нектара. Это называется временная память. Пчела прилетает к цветку именно тогда, когда он готов. Факт 40. Пчела хранит верность одному виду растений за один вылет. Если она полетела на липу, она посетит только липу. Это называется цветочное постоянство. Для растений это идеально. Пыльца попадает именно туда, куда нужно. Но пыльца и нектар – это еще не все, что пчела тащит в улей. Факт 41. Пчелы собирают прополис – смолистое вещество с деревьев и почек. В улье им замазывают щели, дезинфицируют стенки и запечатывают мертвых захватчиков, которых не могут вытащить наружу. Мышь, забравшаяся в улей и убитая там, будет замурована в прополисе полностью. Улей не терпит гниения. Факт 42. Прополис – мощный природный антибиотик. Он подавляет рост бактерий, грибков и вирусов. Улей при всей своей плотности населения – одно из самых стерильных мест в природе. Именно благодаря прополису. Факт 43. Воск пчелы производят сами, из специальных желез на брюшке. Чтобы выработать 1 килограмм воска, пчела должна съесть около 8 килограммов меда. Соты – это дорогое строительство. Факт 44. Форма сот, правильный шестиугольник, математически оптимальна. Это единственная геометрическая фигура, которая заполняет плоскость без зазоров и при этом требует минимум материала на стенке. Пчелы открыли это за миллионы лет до того, как математики это доказали. Факт 45. Соты строятся вертикально с наклоном в 13 градусов. Именно этот угол не дает меду вытекать до запечатывания. Никакого обучения. Это врожденная точность. Факт 46. Мед – это переработанный нектар. Пчела собирает нектар, добавляет ферменты из своих желез, передает его другой пчеле, та – следующей. Этот процесс повторяется многократно.
Потом мед выкладывается в соты и высушивается до влажности ниже 18%. Только тогда его запечатывают. Факт 47. Именно низкая влажность делает мед вечным. При влажности ниже 18% бактерии не могут размножаться. Добавьте к этому перекись водорода, которую выделяют ферменты пчелы, и вы получаете продукт, который не портится тысячелетиями. Факт 48. Мед использовали как антисептик задолго до появления антибиотиков. В Первую мировую войну им обрабатывали раны на фронте. Современная медицина вернулась к этому. Медицинский мед манука официально применяется в клиниках ряда стран для лечения хронических ран. Факт 49. Пчелиный яд, апитоксин, изучается как потенциальное средство при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и некоторых видах артрита. Клинические исследования продолжаются. Тот же яд, что убивает при аллергии, в микродозах может лечить. Факт 50. Половина пути. И мы еще не говорили о том, как пчелы переживают зиму, почему они исчезают целыми ульями, и что один ученый обнаружил в пчелином мозге, что перевернуло всю энтомологию. Факт 51. Зимой пчелы не впадают в спячку. Они продолжают жить и греются. Весь клуб из нескольких тысяч пчел сжимается в плотный шар и начинает вибрировать мышцами. Внутри шара плюс 27 градусов в самые лютые морозы. Снаружи может быть минус 30. Факт 52. Пчелы в зимнем клубе постоянно перемещаются. Те, что снаружи, постепенно двигаются внутрь греться. Те, что внутри, выходят на периферию. Никто не мерзнет в одиночку. Это организованная очередность без единой команды. Факт 53. Зимой пчелы не выходят из улья в туалет. Совсем. Они держатся до первого теплого дня, иногда несколько месяцев. Первый весенний облет называется очистительным. Пчела вылетает, делает свое дело и возвращается. Это физиологически задокументированный рекорд терпения среди насекомых. Факт 54. Если зима слишком длинная и меда не хватает, пчелы выгоняют матку из теплого центра клуба. Она гибнет от холода первой. Это не жестокость, это расчет. Без еды новая кладка только ускорит гибель всей семьи. Факт 55. Весной улей просыпается раньше, чем зацветают деревья. Матка начинает кладку при температуре воздуха еще около 10 градусов. Пчелы готовятся заранее, как будто знают календарь. Факт 56. Пчелы реагируют на магнитное поле Земли. В их брюшке обнаружены кристаллы магнетита, того же минерала, который используют перелетные птицы для навигации. Пчела чувствует север. Факт 57. Пчелы предчувствуют погоду. За несколько часов до грозы летная активность резко падает. Пчелы возвращаются в улей и становятся раздражительными. Пасечники знают, если пчела злая с утра, к вечеру будет дождь. Факт 58. Пчелы чувствуют землетрясение до того, как их фиксируют приборы. Несколько исследований зафиксировали аномальное поведение колоний за часы до подземных толчков. Механизм до конца не изучен. Факт 59. Звук внутри улья несет информацию. Пчелы общаются вибрациями через соты. Не только танцем, но и звуковыми сигналами, которые передаются прямо через воск. Улей — это живой акустический инструмент. Факт 60. Матка издает особый звук — кваканье. Молодые матки в маточниках отвечают ей такованием. Это диалог. Старая матка сигнализирует: «Я здесь, я жива». Молодые отвечают: «Мы готовы». Кто выйдет первый, та и победит. А теперь то, от чего становится не по себе. Факт 61. С 2006 года пчелы начали исчезать. Не погибать, именно исчезать. Пасечники открывали ульи и находили их пустыми.
Мед есть, личинки есть, матка есть. Пчел нет. Они просто улетели и не вернулись. Это назвали синдромом распада колоний. Факт 62. В первую зиму после обнаружения синдрома американские пасечники потеряли от 30 до 90% своих семей. В некоторых штатах почти все за один сезон. Факт 63. Причину до сих пор не установили точно. Главные подозреваемые – пестициды класса неоникотиноидов, клещ вароа, вирусы, грибки, электромагнитное излучение, потеря разнообразия цветущих растений. Скорее всего, все вместе. Но единого ответа нет. Факт 64. Клещ вароа – главный бич современного пчеловодства. Он прикрепляется к пчеле и питается ее жировым телом, органом, который отвечает за иммунитет и зимовку. Зараженная пчела живет меньше, летает хуже и передает вирусы личинкам. Вароа появился в Европе в 70-х и с тех пор не уходил. Факт 65. Неоникотиноиды – самый распространенный класс пестицидов в мире. Они не убивают пчелу мгновенно, они нарушают навигацию. Обработанная пчела вылетает и не может найти дорогу домой. Она не гибнет в поле, она просто не возвращается. Отсюда пустые ульи. Факт 66. Европейский Союз в 2018 году запретил 3 основных неоникотиноида для открытого грунта. Некоторые страны пошли дальше, другие – нет. Производители пестицидов оспаривают связь с гибелью пчел в судах до сих пор. Факт 67. За последние 30 лет популяция диких опылителей в Европе сократилась примерно на треть. Это не только пчелы – шмели, одиночные пчелы, журчалки. Целые группы исчезают быстрее, чем их успевают изучить. Факт 68. Если исчезнут пчелы, исчезнут растения, которые зависят только от них. Если исчезнут эти растения, исчезнут животные, которые ими питаются. Это не апокалиптический сценарий. Это базовая экология. Цепочка короткая. Факт 69. Альберту Эйнштейну часто приписывают фразу «Если пчела исчезнет с лица Земли, человек проживет не более 4 лет». Он этого не говорил. Но люди так хотят верить в эту цитату, что она живет уже полвека. Это само по себе говорит о том, насколько интуитивно мы чувствуем зависимость. Факт 70. Несмотря на все это, пчеловодство растет. Количество управляемых ульев в мире за последние 20 лет увеличилось. Люди заводят пчел на крышах городских домов, в школьных садах, на промышленных предприятиях. Пчела стала символом экологической осознанности, и это меняет города. Знали ли вы об этом до сегодняшнего видео? Напишите в комментариях, мне правда интересно. Факт 71. Человек охотится за медом минимум 8000 лет. Наскальные рисунки в Испании, в пещере Куэва-де-ла-Аранья, изображают человека, забирающегося на скалу к дикому улью. Веревка, корзина, рой вокруг. 8000 лет назад и уже узнаваемо. Факт 72. Первые одомашненные пчелы появились в Древнем Египте около 4000 лет назад. Египтяне держали ульи из глиняных трубок, перевозили их на лодках вдоль Нила, следуя за цветением. Это было кочевое пчеловодство. Оно существует до сих пор. Факт 73. В Древнем Египте мед был валютой. Им платили налоги, жертвовали богам и клали в гробницы. Тот самый мед из гробницы Тутанхамона – не случайная находка. Это был намеренный дар в загробный мир. Факт 74. В Древней Греции мед считался едой богов – амброзией. Младенца Зевса по мифу кормили медом дикие пчелы на Крите. Пчела в греческой культуре была священным существом, связанным с пророчеством и бессмертием. Факт 75.
Слово «медовый месяц» пришло из традиции. В древних северных культурах молодоженам дарили запас меда на 1 лунный месяц. Считалось, что это обеспечит плодовитость и счастье. Мед и хмельной медовый напиток, медовуха, были частью свадебного обряда. Факт 76. Медовуха – старейший алкогольный напиток человечества. Следы напитка из меда и диких дрожжей обнаружены в сосудах возрастом около 9000 лет. Это старше пива и вина. Факт 77. В средневековой Европе монастыри были центрами пчеловодства. Воск был нужен для церковных свечей, и потому пчела стала частью религиозного хозяйства. Многие сорта медовых напитков и рецепты меда с травами монастырского происхождения. Факт 78. Наполеон выбрал пчелу своим личным символом. Ни орла, ни льва, пчелу. Золотые пчелы были вышиты на его коронационной мантии. Для него это был символ трудолюбия, организованности и бессмертия империи. Пчел нашли в гробнице франкского короля Хильдерика, и Наполеон намеренно присвоил этот символ. Факт 79. В русском языке слово «пчела» происходит от праславянского корня со значением «жужжать». То же самое в большинстве европейских языков. Имя этого существа везде звукоподражательное. Люди называли ее по звуку раньше, чем научились ее приручать. Факт 80. Пчела изображена на гербах и флагах десятков городов и регионов по всему миру. Манчестер, Милан, Ташкент. Везде символ труда, порядка и коллективной силы. Ни одно другое насекомое не удостоилось такого геральдического признания. Осталось 20 фактов, и среди них несколько таких, которые меняют взгляд на все, что мы только что обсудили. Факт 81. Пчела видит мир в замедленном режиме. Она воспринимает около 300 кадров в секунду против 24 у человека. То, что для нас быстрое движение, для пчелы почти стоп-кадр. Именно поэтому прихлопнуть пчелу голой рукой практически невозможно. Она видит вашу ладонь заранее. Факт 82. Пчела не агрессивна по природе. Она жалит только когда чувствует угрозу себе или улью. Одиночные пчелы, те самые 20 тысяч видов безулья, жалят крайне редко. Большинство людей, которых атаковала пчела, сами спровоцировали резкими движениями. Факт 83. Рабочая пчела жалит один раз и погибает. Ее жало снабжено зазубринами, которые застревают в коже млекопитающего. Вырываясь, пчела теряет жало вместе с частью брюшка. Это приговор. Но жало продолжает качать яд еще несколько секунд после отрыва, поэтому его нужно удалять немедленно. Факт 84. Шмель жалит без смерти. Его жало гладкое, без зазубрин. Оса тоже. Только медоносная пчела платит жизнью за укус человека. На других насекомых и животных с тонкой хитиновой оболочкой зазубрины не застревают, и пчела выживает. Факт 85. Запах яда, выпущенного при укусе, сигнал тревоги для всего улья. Другие пчелы чувствуют его и немедленно приходят на помощь. Поэтому одиночный укус рядом с ульем может быстро стать массовым. Это не агрессия, это химическая сигнализация. Факт 86. Пчелы узнают свой улей по запаху. У каждой семьи уникальный аромат, своеобразный пароль. Чужая пчела на входе будет остановлена и атакована. Стражи улитка проверяют каждую прилетающую, нюхают. Это пограничный контроль на химической основе. Факт 87. Пчела способна обучаться на примере других пчел. В экспериментах пчелы наблюдали за сородичами, которые тянули веревку ради награды, и повторяли действия самостоятельно. Социальное обучение у насекомых долго считалось невозможным.
Факт 88. У пчелы 5 глаз. 2 больших фасеточных по бокам головы для широкого обзора и 3 маленьких простых глазка на темени. Они определяют интенсивность света и помогают удерживать горизонт в полете. 2 типа зрения одновременно. Факт 89. Пчела чувствует запах в 1000 раз лучше человека. Она обнаруживает нектар за несколько километров. Именно поэтому пчел обучают искать мины. Они находят следы взрывчатки по запаху точнее многих технических приборов. Это не эксперимент. Это действующие программы в нескольких странах. Факт 90. Пчелиная семья принимает решение о переезде только при полном консенсусе разведчиц. Если единогласия нет, рой продолжает висеть и ждать. Иногда несколько дней. Без консенсуса никакого движения. Люди до этого додумались значительно позже. 10 фактов осталось, и последний вы точно запомните. Факт 91. Мед – единственный продукт питания, который производит одно животное и который не требует никакой обработки перед употреблением. Достал из улья и уже готово. 3000 лет технологий вокруг, а сам продукт не изменился ни на молекулу. Факт 92. В одной чайной ложке меда нектар примерно с 2000 цветков. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете размешивать мед в чае. Факт 93. Пчела никогда не спит так, как спим мы. Она впадает в короткие периоды неподвижности, по несколько минут. Молодые пчелы спят хаотично. Старые опытные фуражиры почти синхронно, в одно время. С возрастом у пчелы появляется режим дня. Факт 94. Пчелы были в космосе. В 1984 году НАСА отправила улей на борт шаттла «Челленджер». В условиях невесомости пчелы построили соты, почти правильные, с небольшими отклонениями. Строительный инстинкт оказался сильнее гравитации. Факт 95. В Новой Зеландии живет пчела-плотник, которая гнездится в древесине и не производит меда вообще. В Австралии пчела, которая строит гнезда из цветочных лепестков. В Южной Америке пчела без жала, которая защищает вход в улей смолой такой вязкости, что враг буквально приклеивается. 20 тысяч видов, 20 тысяч решений одной задачи. Факт 96. Пчела в среднем за жизнь пролетает около 800 километров. Это расстояние от Москвы до Петербурга, туда и обратно дважды. За 6 недель, с грузом, без остановок на ночь. Факт 97. Ученые из университета Квинсленда доказали, что пчелы оптимистичны или пессимистичны в зависимости от условий жизни. Пчела из здорового ухоженного улья при неопределенной ситуации выбирает позитивный вариант, из стрессового – негативный. Эмоциональный фон у насекомых. Это перевернуло энтомологию. Факт 98. Запах цветущей липы пчела чувствует за километр. Именно поэтому в день цветения липы город наполняется пчелами. Они слетаются со всей округи. Одно дерево в хорошую погоду может принять несколько тысяч визитов за день. Факт 99. Пчела – единственное насекомое, чей продукт жизнедеятельности употребляет в пищу весь мир. Каждая культура, каждый континент, каждая эпоха. Мед объединяет человечество дольше, чем любая религия или язык. Факт 100. Та самая пчела, которую вы отгоняете от стакана с соком летом, за свою короткую жизнь опылит несколько тысяч цветков, произведет 1/12 ложки меда и пролетит сотни километров. Она не знает, что делает что-то важное. Она просто делает. Каждый день. До последнего полета. Вот и все. 100 фактов и ни одного лишнего слова. Мед из гробницы Тутанхамона пролежал 3000 лет и остался съедобным. Это не просто химия. Это результат 100 миллионов лет эволюции существа, которое большинство из нас замечает только когда оно жужжит рядом с ухом.
Теперь вы знаете, кто это на самом деле. Просто пчела. Изменился ли ваш взгляд после этого видео? Напишите в комментариях. Это искренне интересно.